Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Мысли Солнцева. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за то, что вы присылаете свои вопросы к нам. И один из вопросов, который пришел, так и звучал. Что такое закон фотографии? Вы несколько раз в своих предыдущих видео рассказывали о том, что есть такой закон фотографии, ссылаетесь на него. Расскажите, что это такое за закон? Закон фотографии. Да, я в своих видео часто ссылаюсь на закон фотографии. Дело в том, что эта планета и это человечество различны по своей сути. И у планеты свои законы, а у человечества, которое живет на этой планете, свои законы. Так вот, тот закон, который является основным для планеты, это как раз закон фотографии. А для человечества свой закон. И это закон шахматной доски. Но так как вы спросили о законе фотографии, давайте поговорим о нем. Да, такой закон существует. Закон фотографии в виде ритма опубликован в книге Евдокии Дмитриевны «Законов семена» или «Звездные ритмы времени». Закон шахматной доски точно в 7 томе, а закон фотографии, честно говоря, запамятовал, но в 7 томе «Звездных ритмов времени» там очень много законов опубликовано. Может быть, и закон фотографии тоже там сейчас есть. А так все законы есть в книге «Законов семена». У кого есть эти книги, можете взять, освежить в памяти. У кого нет, можете приобрести для себя, почитать, вдуматься в эти законы. Конечно же, Евдокия Дмитриевна про каждый закон рассказывала несколько дней на своих личных встречах с читателями, почитателями. И в нашем формате, в 5-минутном, 10-минутном видео, очень сложно так быстро рассказать суть этого явления. Но если вы просите, то я постараюсь. Так вот, в законе фотографии главный его посыл в том, что в один момент времени на этом листочке, клочочке фотобумаги запечатлено мгновение, в котором есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Я не просто так вспомнил про клочок бумаги или фотобумаги. Дело в том, что раньше, в доцифровую, в доинформационную эпоху, в эпоху аналогового вещания, телевидения, жизни, фотографирования и проявление, печать фотографии, это был очень сложный технологический процесс. Были специальные химические составы, реактивы, была специальная фотобумага. И для того, чтобы сделать фотокарточку, во-первых, это было не дешевое мероприятие, особенно в дореволюционную эпоху. И эти фотографии хранили как драгоценность. Они реально висели в каждой избе, у хозяйки, у хозяина, дети, внуки, родственники. Многие фотографировались перед отправкой на фронт, после выпуска из учебного заведения, коллективные фото делали. И не просто так делали. Еще раз повторюсь, на фотографии фиксировалось одновременно прошлое, настоящее и будущее. Оно и сейчас фиксируется, но не переносится на бумагу. Ведь даже когда фотографировали, не каждый снимок переводили на бумагу. Не каждый снимок с пленки уходил в печать. И не только потому, что они были бракованные. Бракованные по свету, бракованные по качеству, бракованные по композиции. То есть фотохудожник при выборе кадра на что-то ориентировался. Какой печатать или какой не печатать. Так вот, выбирался как раз тот кадр фотографом, который был максимально энергетически насыщен или максимально необходим для пролонгации во времени, чтобы потомки, родственники могли вспомнить, войти в это событие. И это событие должно быть максимально энергетически насыщенным. По закону фотографии, любая энергетически насыщенная фотография, перенесенная на фотобумагу, она имела эффект развертки. Вот чем характерен закон фотографии. То есть вы имеете возможность развернуть в будущем то, с кем вы фотографируетесь, на каком фоне вы фотографируетесь, что вы делаете на этой фотографии, у вас будет разворачиваться в будущем. Но
Для того, чтобы такая развертка на самом деле произошла, вы действительно не в показном порядке, как многие девочки сейчас делают для Инстаграма, там на фоне чужой Теслы фотографируются. Надо на самом деле желать развертки вот этой композиции, этого события. И тогда оно у вас точно развернется. Развернется в будущем. Да, в цифровую эпоху фотографии у нас хранятся в карте памяти. Мы перестали их печатать на фотобумагу. Хорошо это или плохо, ну не мне судить. Часто мы переносим на фотобумагу, делаем картины только из наиболее ярких фотографий. Семейных каких-то, памятных, не более того. Наверное, это и к лучшему. Потому что уж слишком много фотографий сейчас мы с вами делаем. Но даже в цифровом виде фотографии, сделанные с особым чувством, желанием, у вас могут и обязательно развернуться. Особенно обратите внимание на те фотографии, которые у вас находятся на аватарках в ваших социальных сетях, например. Или на вашей почте, в вашем инстаграме, в вашем телефоне, в каких-то мессенджерах. Что вы там кому хотите показать? Что вы хотите продемонстрировать? О чем вы заявляете людям? Вот именно эти фотографии ритмологу достаточно легко читать. Именно исходя из того, что на фотографии находится одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее. Мы делали запись для «Чё стало?», для моего блога, и ко мне пришел один из гостей, который на аватарке своей в соцсетях разместил фотографию, свою собственную фотографию с оленьими рогами. Ну, я не мог не пройти мимо этого случая. Естественно, я начал задавать ему эти вопросы, и он на самом деле смутился. Действительно, у него были сложности в какой-то момент со второй половинкой, с женой, и ему не понравились эти вопросы. Ну, то есть попадание было, во-первых, стопроцентное, а во-вторых, ну, был такой мини-скандал. Не захотел развивать эту тему. Ну, не захотел. Мы как бы настаивать не стали. Но это факт. Это, что называется, было в моей жизни. Особенно я вам настоятельно рекомендую проанализировать свои фотографии особо памятных жизненных событий. Ну, таких, например, как свадьба, или рождение ребенка, или уход кого-то в армию. Ну, на самом деле, события, которые для вас чрезвычайно важны. Причем там важно все. В какой руке вы держите букет, в какую сторону наклон головы, в какую сторону смотрит ваша жена или ваш муж, кто сидит, кто стоит, кто в какой позе. Все это имеет огромное значение. И ритмолог, если вы к нему придете на консультацию, конечно же, по такой фотографии сделает колоссальное количество выводов. Может быть, он вам не все будет озвучивать, но они, безусловно, имеют значение. Если вы сами хотите научиться читать свои фотографии, то можете записываться на курс «Ничего случайного» к личному ритмологу, и он обязательно вас научит, как это делать. Вы на канале Мысли Солнцева. Подписывайтесь на мой канал.